Продолжим работу по созданию с разреза. Мы с вами остановились на том, что была создана вот эта лестница. А теперь, кроме лестницы, надо все остальное построить. Проще всего это будет сделать так, как у меня сделано. Здесь стоит у меня внизу план, слева фасад, и я проведу линии проекционной связи с фасада и из плана. Для этого беру линии горизонтальные и отмечаю уровни. Вот это у меня будет уровень земли, затем окна, вверх-вниз, ну половинка этажа у меня есть, окна, дальше вверх-вниз, низ крыши, вверх крыши. И здесь у меня вот эти они попадают, сюда тоже. Ну и, пожалуй, все. Так, теперь проведем вертикальные линии. И проведем их так. Стена. Дальше. Здесь стена есть. И здесь стена. Затем стена. Ну и, пожалуй, пока все. Значит, мы изобразим стены, а потом добавим еще линии, поскольку они нам сейчас будут мешать. Теперь перейдем на слой основная и построим контуры. Вот здесь у нас идет стена доверху. Так, здесь стена, здесь и здесь. Так, с этой стороны. Стена у нас вот здесь, где проходит линия. Это раз. И вторая линия. Два. Вот здесь у нас есть еще стена. То есть мы видим здесь в плоскости разреза, что угол этой стены. Изобразим. Dальше. Ну, все. Капитально стен больше нет. У нас есть вот эта стена. Здесь гараж. И мы проходим вот так через него. Но здесь эта стена будет идти вот до такого уровня. Так. И так. Так, далее. Все. За стенами больше нет. Теперь напоминаю, что мы строим разрез архитектурный. Поэтому проводим линию снизу до уровня фундаментов. Дальше линию пола первого этажа. Вот так. Ну и здесь дальше линию пола второго этажа. Проводим линию на втором этаже. И теперь дальше подумаем. Значит, давайте с гаражом разберемся. Лишнее сейчас уберем. Гараж у нас начинается от уровня земли. Поэтому вот этот кусочек линии не нужен. И заканчивается вот здесь. Этот кусочек линии не нужен. Дальше. Вот здесь.
должен быть, и он должен выступать на 500 миллиметров. Вот эти кусочки вверху не нужны. Сместим на 100 миллиметров. Вот так. И соединим здесь. Все, гараж мы показали. Дальше, здесь стены. Вот там, где стены, вот эти кусочки не нужны. Здесь не стена, а вот здесь стена. Так, ну, собственно, все. Теперь добавим сюда выступы 500 миллиметров. Так, и нам надо найти серединку, чтобы изобразить двускатную крышу. Да, для этого, ну, я сделаю так. Проведу отрезок. И сейчас там, где его будет серединка, проведу линию вот сюда, временно. Соединю. И смещу на 100 миллиметров вверх, вверх. Так, ну и здесь мы удлиним вот эту линию, до этой удлинили. Дальше вот эту линию. А здесь мы удлиним вот так. Лишнее обрежем, это обрежем. Ту линию, которую мы изображали, удалим, чтобы две линии не было. Все, крышу мы не показываем, конструкцию. Так, это смещаем на 300 миллиметров. Вот так, лишнее. Вот здесь обрежем. Так, лишнее здесь обрежем. Все. Все, с конструкциями у нас, в принципе, все. Теперь осталось показать еще окна, двери. Значит, для того, чтобы это можно было сделать, мы тоже их точно так же с помощью линий проекционной связи их покажем. Но эти линии, которые у меня есть, я их уберу, ну, чтобы было их меньше и друг друга не загромождали. Так, опять построение, рисование, линия, вертикальная. И поставим. Что мы будем видеть в гараже? Мы будем видеть ворота. Раз. И мы будем видеть вот эту дверь. Вот когда мы будем стоять здесь и смотреть, мы будем видеть так. Будем видеть. Да? Ворота мы точно видеть не будем. Правильно? А мы видим только дверь. Дальше. Опять рисование. Вертикальная линия. И думаем, вот здесь, когда мы будем смотреть, мы будем видеть что? Вот эти двери. Все, дальше проем будем видеть. А в проеме, вот когда мы будем смотреть через проем, мы будем видеть часть окна и часть окна. Здесь мы будем видеть, здесь что у нас будет? Мы будем видеть вот это окно. Вот так. Ну и все. Больше ничего мы здесь не видим. Так, горизонтальные линии проведем. Значит, нас интересует что? Низ окна и верх окна. И здесь низ окна, верх окна. Так, ну, двери мы проведем, зная их высоту, так. Тонкий отрезок.
И давайте внимательно пройдемся теперь. Значит, здесь должна быть дверь. Высота ее 200. Так, так. Сразу посмотрим, что получается. Да, все правильно. Так, дальше, следующее. Вот здесь дверь должна быть, вот здесь у нас должна быть одна и вторая. Эта дверь 200, а вторая, посмотрим, помещается на 200 или нет. Возможно, что нет. Вот если 200, видите, она будет попадать, хотя давайте посмотрим, куда она же там будет попадать. Построим вот слева ее. 239, хорошо. 200 и сюда. Вот так. Сразу вытрем, чтобы не забыть. Да? Хорошо. Вот видите, две двери прекрасно под лестничным маршем помещаются. Так, дальше окна. Вот здесь, с этой стороны, мы видим вот это окошко, которое здесь у нас идет. И увидим такой вот, получается, уголок. Да? Так, внимательно. То есть вот здесь оно получается. Так, так. То есть мы это окно видим как бы под углом. То есть, смотрите, вот так, видите, под углом. Здесь должно быть вот так, одно окно. А вот здесь, в этой стенке, мы проходим через нее, да, здесь должен быть разрез. Вот так он изображается. И если здание, например, кирпичное, то здесь должны быть четверти. И четверть должна быть. И давайте посмотрим, есть у нас четверти? Есть четверти. Вот эту четверть надо изобразить. Значит, она у нас вот так будет 65. И вот так будет 120. Вот так. Ну, этот кусочек можно удалить. Вот это можно стереть. И вот здесь. Обратите внимание, на разрезе четверти изображаются только сверху. Так, и вот здесь у нас есть проем. Там, где проем, мы линии вот так сверху донизу, поскольку проем у нас идет до потолка. Так, и дальше окошко. И мы видим здесь кусочек окна, вот здесь. То есть мы его видим вот так. И с правой стороны точно так же. И видим кусочек окна. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось. То есть эти линии нас уже не интересуют. Так, эти тоже уберем. Теперь осталось проверить. Ну хорошо. Так, теперь вот эту линию и эту сместим вниз на 300. То есть условно покажем, что у нас есть толщина. Ну, конечно, лишнее обрежем. Так, и лишнее это будет вот тут. Вот это и это. Показали толщину, это лишнее убрали. И эту продлим вот до сюда. И теперь уберем вот это. Вот так. Дальше. Теперь на втором этаже что у нас будет? Оно будет то же самое, что на первом. Ну, может быть, оно по-другому, да, но у нас данных никаких нет. Поэтому мы что делаем? Вот это все копируем. Вот это. Дальше вот здесь. И вот здесь.
здесь, включая выступ, четверть. И копируем. И берем заточечку и ставим вот сюда. Так, теперь посмотрим. Единственное у нас, что здесь не совсем хорошо. Посему мы здесь удлиняем. Так, и еще раз, и еще раз. Так, теперь посмотрим, что у нас получилось. Ну, получилось нормально. Так, теперь проверяем. Ну, в принципе, здесь все. Остались нам поставить оси, отметки и размеры. Поэтому копируем. Переносим его туда, поближе к нашим листам. То есть вот сюда. И теперь его будем масштабировать. Масштабировать будем его в 100 раз. Масштаб. Базовую точку я выберу вот эту. Масштаб 0.01. Вот он стал маленький. Теперь его перенесу. Ну, перенесу и поставлю вот так приблизительно в серединке. Теперь осталось мне провести оси. Оси осевой. И где эти оси провести? Смотрим. Вот они наши оси. Да, тут мы отступаем 440 влево, 440, 440, а здесь вправо 440. Так, проводим. Ну, проводим мы вот так. Значит, иначе неудобно, да? Поэтому мы их проведем, потом сместим. А здесь у нас оси пойдут с правой стороны. То есть этот угол у нас здание, это вот это будет 10. А вот здесь у нас наружного угла нету. У нас он, получается, будет... Сейчас давайте подумаем, посчитаем. Мы померим. Вот тут видите сколько? 1060. Когда мы эту сместим, то дальше... Так, 4.4. Так. Здесь не совсем хорошо. Почему? Потому что мы не подумали. Так, вот эта ось нормальная, а эту сейчас сместим. На 1060 делим на 100, 10,6. 10,6. Вот так. Значит, у нас это не нужно. Вот у нас получается две оси. Эти мы сместили правильно, а эти сместить нужно. Они же у нас внутри. То есть тут всего у нас 380 сместить на 190. 1,9. 1.9. Вот так. И теперь лишнее уберем. Все, оси нам готовы. Теперь нам надо поставить здесь кружки. Ну, я могу попытаться сделать вот таким вот образом. Скопировать здесь и поставить вот сюда. Может быть, какие-то из них не очень красиво будут. Ну, вот видите, не совсем хорошо, да? Ну, то проще одну подвинуть, чем мучиться со всеми. Вот так. Ну, и эту чуть-чуть вправо. Ну, вот так, да, получается. Дальше необходимо поставить размеры.
Ну и для этого надо выбрать, вот видите, у меня, чтобы был здесь, ну я могу выбрать вот такой размер, не нотативный, а такой, чтобы мы измеряли миллиметр и подписали в 100 раз больше. Вот он. Так, и экспресс. Щелкаю по осям. Enter. И указываю положение линии. Все, пожалуйста, получилось положение линии. Так, теперь еще скопируем вот здесь отметки уровня. То есть вот эти, вот эту и вот эту. И поставим. Вот за эту возьмем, которую мы точно знаем, где находится. Она будет находиться вот здесь. И, видите, думать нечего. Ну, можно поправить тут, да, чуть-чуть посмотреть. Ну, в частности, надо поправить, да, чтобы было красиво. Вот так. Перенести и выше. Так. Ну, видимо, тут их все надо перенести, да? Значит, смотрите, мы, видимо, сейчас перенесем все. И поставим точнее. Копировать, перенести и поставим. Они должны чуть вот так вот быть повыше. Вот теперь хорошо. Да, стоят. Ну, единственное, что вот эту надо чуть поднять выше. Вот она должна быть тут. Вот так. А эти стоят все правильно. Так, это показывает нам дверь. Мы эту дверь сейчас пометим. Вот так должен быть штришок. И вот таким вот образом тоже. Так, дальше. Вот здесь у нас отметки нет. Сейчас мы измерим и посчитаем. 750. Значит, сколько это будет? 4500. Вот сюда. Напишем 4. 500. Так, остальные все хорошо. И больше здесь отметок никаких не нужно. Так, осталось здесь сделать следующее. Линии выбрать вот эти. Они у нас на осевые не похожи. Свойства. И поставить масштаб. 0.01. Ну и смотрим. Ну вот, наконец мы добились. Ну, мораль какая? Что масштаб-то надо делать какой? Такой же масштаб, как мы уменьшаем здание, да? В таком же масштабе. И осталось еще эту размерную линию перенести, да, там, где ей положено быть. Вот тут. Дальше здесь. И здесь. Вот так. И подписать. Лабораторная работа 13, чертежи разрезов
И здесь масштаб 1:100. Все, работа завершена.